Давайте продолжим. Верницкий, Первый канал. Дайте, пожалуйста, микрофон. Антон Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, происходящее сейчас с нашей экономикой – это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? Нет. Это не расплата за Крым, это расплата за, это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. И вот почему. Я уже, отвечая на вопрос вашего коллеги из НТВ, сказал, что мы после крушения Берлинской стены, после развала Советского Союза, абсолютно, посланник тоже об этом говорил, абсолютно раскрылись перед нашими партнерами. Что мы увидели? Прямую, полную поддержку терроризма на Северном Кавказе. Ну, прямую, понимаете? И это что, партнеры так разве поступают? Я сейчас не буду вдаваться в детали, но это факт. И все это знают. По любому вопросу, вот чего бы мы ни делали, всегда мы встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами. Ну вот давайте вспомним, как страна готовилась к Олимпиаде 2014 года. С каким подъемом, энтузиазмом мы это делали. Для того, чтобы устроить праздник не только для наших любителей спорта, но и для любителей спорта во всем мире. Но ведь это же очевидный факт. Были предприняты беспрецедентные попытки, явно скоординированные, дискредитировать и подготовку к Олимпиаде, и сам ход Олимпиады. Ну, это очевидный факт. Ну, зачем? Кому это надо? И так бесконечно. Вот я приводил, знаете, на Валдайском клубе, так называемом, пример, и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ медведя, да, который там охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это сила ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, но и Мишка не нужен. Так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с ее богатствами неизмеримыми. Как несправедливо. Значит, отцапать, значит, отхапать у Мексики Техас, это справедливо. А то, что мы, значит, на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо. Нужно раздать. Значит, а потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, значит, тогда Мишка вообще не нужен. Его чучело из него сделают, и все. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы должны все понять. И если мы считаем, что одна из проблем, которые сегодня есть у нас, в том числе в экономике, в результате санкций, она действенная, а это так и есть, из общего объема проблем, если так условно взять, 25%, наверное, это влияние санкций, 25-30%. Но мы должны это понять. Мы хотим сохраниться и бороться, изменить, кстати, к лучшему, воспользовавшись этими явлениями сегодня, нашу структуру экономики, быть более независимыми, пройти через это. Или мы хотим, чтобы нашу шкуру повесили там на стенку. Вот у нас какой выбор. И Крым здесь ни при чем.